Пока я готовилась к видео о рэпере Lil Nas X, я поняла, что я на каждом втором сайте, где есть какие-то его тексты или отсылки, подтверждала, что мне есть 18 лет. Поэтому на всякий случай напишите, пожалуйста, сейчас в комментариях, мне есть 18, и мы продолжим. Потому что, друзья, сегодняшнее видео вот так вот будет выглядеть. Вот и все. А что вы мне сделаете? У меня распечатаны листочки, как будто я умная. Они пустые, на самом деле. Lil Nas вообще обычный парень из Атланты, Да. который с нихера побил кучу рекордов. Он 19 недель висел в билборде на номере 1, и это рекорд ever. Да. Его песня стала популярной на волне подъема ТикТока в США. Да, мы сегодня еще про это поговорим. Сейчас он становится одной из самых важных звезд в американской музыке и вообще в социуме, потому что он очень много там меняет. Хотя нам он кажется каким-то мемом просто всем. И поэтому хочется разобраться вообще, кто он такой, как он стал таким известным, и что нас ждет дальше с его творчеством и с его новым альбомом, и что он там спрятал. С вами Дань Трабун, Таня Старикова. Начинается расследование. Погнали. Уф, давай с детства начнем. Давай. Давай начнем с детства. Lil Nas X родился в 1999 году. В 99-м родился, да? Представляешь, эти цифры страшные какие пошли, господи, боже мой. Изначально зовут его Монтеро Ламар Хилл. Дело в том, что его мама хотела всегда Mitsubishi Montero. Но в их семье не было денег на Mitsubishi Montero. So my mom wanted like the car, the Montero, you know, and she never got one. What's a Montero? It's a Mitsubishi. So yeah, I'm named after a car. Ну, это, конечно, и печально тоже, потому что, это показывает, на самом деле, их уровень жизни в то время. Но с его родителями вообще очень интересная история, потому что они действительно не очень богато жили, и потом они развелись, когда им было 6 лет. И с мамой связь была потеряна примерно в 9, когда он отец взял его опекунство и увез его жить с собой. В Джорджию. Да, потому что... Расскажи про маму твоего подробнее. Как я понимаю, Lil Nas без удовольствия об этом рассказывает, но мама, очевидно, есть какие-то ментальные проблемы. Я так понимаю, что там еще зависимость какая-то. И зависимость, но это такая вот, когда мы говорим про стереотипные вещи, которые случаются в бедных районах с семьями в Америке, это вот то, что происходит с его мамой. То есть, как мы об этом вообще узнали? В тот момент, когда уже Lil Nas стал известным, кто-то встретил его маму в этом пригороде Атланты с каким-то плакатом типа «Покормите меня». И так как это neighborhood, там все более-менее всех знают, такие сказали, это мама Lil Nas. И потом был невероятный хейт Lil Nas, на что он написал ленючий пост про то, что, ребят, вы не знаете, типа, сколько ночей я плакал и сколько всего мы сделали. Вы не знаете, как у нас все в семье происходит. Ну и тут уже можно начать анализ нового альбома. Вторая песня на нем, Dead Right Now, наверное, самая грустная, и он там поет про маму вот так. Вот, но то, что мне понравилось, и то, мне кажется, что важно в Lil Nas, что он на все это отвечает. Потому что обычно селебрити на какие-то наезды не отвечают. Так вот, Lil Nas отвечает на все наезды вообще, в том числе на этот. Да, потому что он в целом дитя соцсетей уже, да. И это составляло большую часть его жизни. Короче, то есть вот он с папой переехал, он учился, бросил университет после 1 года всего там и начал заниматься соцсетями и музлом. Ну, то есть он прямо реально сидел за компьютером и придумывал себе классные соцсети. В частности, огромная история была с Твиттером, который он вел, посвященный Ники Минаж. Такой типа стенд-твиттер. Он назывался Нас Мараш. Нас Мараш, да. А ты знаешь, почему Мараш? Нет. А я знаю. Давай. Она вообще моя тезка, оказывается. Ее зовут Ники. Оника Таня Мараш Петти. Он Нас Мараш. Угу. Все понятно. Нас, потому что есть такой рэпер, и, собственно, как бы прям реально он просто взял и такой, буду Нас. Только Lil Nas. Ты его спрашивали, почему Lil Nas, он говорит,
Ну, блин, я как бы в какой-то момент хотел поржать, и все же Lil, и я решил, что я буду Lil Nas X, а потом я стал популярным. А потом я стал популярным, да. То есть, короче, нас пошло еще вот с тех времен. Lil он добавил, а X он добавил, потому что это символизирует количество лет, которые пройдут до того момента, когда он станет легендой. 10. Да. Но он что-то пораньше решил это. Чуть-чуть решил ускориться. Один, там должно быть и теперь римская. Lil Nas I. Реально, прикинь, за год просто. Да, Чел абсолютно. такой. Это же вот за год он появился на обложке Time. То есть, представляешь себе артиста, который сделал одну песню и появился на обложке Time? Такого, мне кажется, раньше не было. Давай быстренько пробежимся по песне, которая Буквально сделала его популярным. прям. Буквально за 20 минут. Значит, молодой Lil Nas X сидит на квартире своей сестры, бросил университет. И сестра ему говорит: тебе остается, у тебя остается совсем немного времени, я тебя выкину из квартиры. Он скачивает бит с платформы BeatStars за $30. И начитывает песню Old Town Road. И мне очень понравилось, что он как бы вышел на задний двор своей сестры, от которой он должен куда-то съехать, и записал песню про то, что ему пора в дорогу. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Так как до этого он был парнем, который очень клево умел делать вирусные штуки. Потому что из-за Твиттера, Да. посвященного Ники Минаж, он очень много всего научился, потому что Твиттер реально был супер популярный, хотя как бы лицо скрывалось. В этот момент в США растет TikTok. То есть китайская компания ByteDance вкладывает огромные бабки в то, чтобы TikTok стал популярным в США. Я просто вспомнила, когда потом они вкладывали огромные бабки, чтобы он стал популярным в России. И Да. мне писали, типа: Таня, заведи ТикТок, мы будем помогать тебе его распространять. И я такая: не хочу. У тебя просто не было песни, мне кажется. Ну ничего, подожди. И мозгов. Учитывая, что у него не было денег на промоушен, он распространялся чисто через мемы. И он их делал сам в огромном количестве, и их все подхватывали. И поэтому, да, все начало резко взлетать, его репостнул Бибер, и тут понеслась. Да. Ну, это важно сказать, что когда он выложил свою песню в стриминге, жанр этой песни был кантри. Да. И это супер прикольно, потому что он таким образом, в общем-то, хакнул чарты. То есть он в чарте, в котором присутствуют песни не самые популярные, кантри, засунул туда мемную рэп-песню, которая сразу взлетела наверх. Через неделю после этого песню выкинули с чарта. Что официально стало... прям билборд такой, Да, типа, да. no. Это не кантри не рэп. совсем- Что произошло дальше, это стало еще одним поводом взлететь этой песни и взлететь обсуждению и так далее. Да, потому что это затронуло очень важную еще штуку традиционно расизма. Вообще, кантри сейчас считается музыкой белых американцев. Но давайте разберемся, почему это не совсем так. Мы возвращаемся в начало 20 века. С одной стороны, Америку заселяли европейцы, которые любили петь свой старый добрый тын-тырдын англо-кельтский фольклор. С другой стороны, темнокожее население, которое играло на своем банджо, губной гармошке и любили импровизировать, пока поют. И все это слилось в жанр кантри. В итоге это музыка таких трудяг-фермеров и ковбоев, которые отдыхают у себя на крылечке. Причем мы себе представляем ковбоев только так, как в кино, но на самом деле огромную их часть составляли темнокожие, освобожденные бывшие рабы. Просто про них не снимали вестерны. А маркетологи, которые продавали музло, решили продавать кантри белым, а блюз и госпел темнокожим. И в итоге так и повелось, что кантри — музыка белых. Даже в 2016 году, прикиньте, когда Бейонсе спела кантри песню, она огребла за то, что не может исполнять такую музыку. И тогда темнокожие исполнители стали возвращать себе ковбойскую культуру, и кантри этот тренд назвали «Yeehaw Agenda». И на волне этого всего случилась песня Lil Nas X «Old Town Road». И поэтому очень многих фанатов возмутило то, что Lil Nas вообще в этом чарте есть, реально. Типа, йоу, Фанатов это кантри, не ты имеешь в виду? кантри, да. Да. И поэтому начались разговоры про расизм, про сегрегацию, про то, что вы чё. И за него вступился Билли Боб Брей Брубра. Билли Рэй Сайрус. Билли Рэй Сайрус. Да. Отец Майли Майли Сайрус. Сайрус. Да. Короче, я так поняла, что он вообще в статусе легенды существует Да, в конечно. кантри. Это типа супер важный чувак. И согласился записать с ним ремикс.
Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit, diamond rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. И она, соответственно, сразу залетела на первую строчку. Снова. Опять. И она держалась там те самые 19 недель. Ничто уже не могло его сбить. Вообще, это очень крутой клип, потому что хочу чуть-чуть перейти как бы в символическое это все, потому что вот эта инаковость, о которой он все время рассказывает, потому что он другой. Но как бы прикольно, что он при этом не то чтобы страдает, он всех побеждает. Он, например, в том же клипе, значит, там есть такие гонки на тачках, как обычно, знаешь, когда две тачки должны стартовать в одно время, но он там на лошади, и он на лошади побеждает. Он дальше пытается доказать, что он не чувак одного хита. Но он прикольно сказал... They're like, oh, he'll never have a song bigger than this. And it's like, has anybody had a song bigger than this? Like... И в частности, помимо того, что он начинает делать кучу разных каких-то ремиксов других проектов, что-то куда-то вписываться, он делает важную штуку. Coming out. Слушай, это супер болезненная тема. Мы в России, на самом деле, можем это легко понять, судя по тому, что у нас нет ни одного артиста, кто сделал камин-аут. И как бы многие артисты, про них известно что-то, но они этого не делают. Потому что очень большое сопротивление, мы знаем, и законы, и все прочее. Ну, короче, это будет тяжело и в смысле бизнеса для них. You won 2 VMA awards, and then you decide to come out, which is, first of all, I mean... Если говорить про темнокожие комьюнити, то же самое. Пересчитать можно по пальцам одной руки, мне кажется, прям супер мейнстримовых больших артистов, которые сделали камин-аут, хип-хоперов. Но если посмотреть на тексты песен самых известных рэперов, можно увидеть, насколько они гомофобны. Ну, Eminem славится этим. И это казалось нормальным до некоторого времени. В принципе, настолько же нормально, насколько их тексты являются уже ненавистническими. Ну так, если подумать. Это почему-то было нормой. И это начало вот сейчас немножко разрушаться. В частности, благодаря Лил Насу. Да. Например, его выступления в этом году на всех премиях выглядят вот так. И вызывают кучу скандалов и осуждения, хотя, в целом, мы все это уже видели. И мужчины в трусах всегда танцевали. Просто вокруг певиц. А на новом альбоме Лил Нас поет о том, как ему сложно найти свою любовь. Клип отсылает к фильму «Горбатая гора». Вот я вырос на секси-клипах MTV 2000-х, но мне все равно немного неудобно. Напишите в комментариях, как у вас ощущения. Ты не спросишь меня, почему в рэп-комьюнити это нормально? А почему? Первое, темнокожее население США, это очень про церковь и про традиционные ценности. Это же, да. Второе, там большое количество бедного населения, необразованного, потому что сегрегация закончилась в 70-е годы. До этого времени темнокожих людей, людей из Латинской Америки, коренное население США учили в отдельных школах, где ставки были меньше. То есть, по сути, их учили просто хуже. И сейчас это просто со временем меняется. I can't tell you how much I admire you because most people are, as you know, are fearful of that because they think it's going to affect their career. And here you are at the height of like your brand new career, brand new, and you decide to come out. Да. Это может закончиться все сразу, как бы, да? Да, но не закончился. В случае с Лил Насом это его бустануло очень сильно. Ну и вот, как он недавно принял награду VMA. Oh my God. Okay, first I want to say thank you to the gay agenda. Let's go, gay agenda. Блин, прикольно, да, что он не стесняется того, что какие-то вещи бустит его карьеру. В этом, тоже феномен Лил Наса, когда он говорит, что, слушайте, я обманул вас, засунув свою песню в кантри-чарты. И чё? А кто это сделал? Другой? Никто не сделал. Да, очень Моргенштерн вайбс. Это правда. При этом супер по-доброму. То есть он, когда говорит «спасибо гей-адженде», это и то, что он использовал гей-адженду,
И про это тоже говорят часто в ЛГБТ-комьюнити, что типа он не помогает нашему комьюнити, он использует его для того, чтобы стать популярным. Но на самом деле он делает и то, и другое. Есть ответ. Да, давай. Он круто сказал, что вы считаете, что я не совсем такой активист, как надо, но вы знаете, сколько вообще геев-певцов, которые до сих пор продолжают петь про женщин и не делают для этого вообще ничего, для репрезентации. Абсолютно. Поэтому go fuck yourself. Да, типа делаю да. так, как хочу. Первая песня, которая у него уже посвящена его ориентации принятию себя, Sun Goes Down, господи, боже мой, она такая депрессивная, просто пипец. Но при этом очень как бы вдохновляющая. These gay thoughts would always on me. I pray God would take it from me. It's hard for you when you're fighting, and nobody knows it when you're silent. We'll have like gay thoughts, like, you know, thinking about like other guys or whatever, like even like from a very young age. And like I would think like, okay, this is a test. God is testing me and I have to pass this. You know, I would like get up in the morning for school and I'd probably be the last one to leave out. So I'd like be listening to like gospel music and crying and hoping like magically everything's gonna go away. Очень крутые строчки про комплексы. Я все думаю, у меня слишком большие губы, я слишком темный. Нормально ли, что мне страшно? И ты такой, блин. Да. Просто и сейчас он чувак такой... в жестком напряжении жил, конечно. Конечно, да. И в клипе приходит... Он из будущего. I know that you want to cry, but it's much more to life than dying over your past mistakes and people who do dirt on your name. Это тоже линия творчества Лил Наса, что он из будущего приходит к себе молодому. То есть он же написал аж 2 записки себе в прошлое. Одну 14-летнему себе, а другую 20-летнему себе. Конечно, 22-летний Лил Нас пишет 20-летнему себе. Чувак. В молодости. И, как обычно, это связано с выходом песни, чтобы все его, ну, как бы, это часть его промо всегда. То есть все, что делает Лил Нас, каждая деталь его жизни — это часть промо. И это не искусственно. Это просто то, как он живет. А там есть что-то интересное в этих письмах? Они Да. вот там вот. Так пойдем почитаем. 20-летнему себе он писал: «Я понимаю, что если ты еще раз услышишь фразу артиста одного хита, то ты просто взорвешься, но мне нужно, чтобы ты продолжал, и перестань извиняться за то, какой ты». Пау. А 14-летнему себе он пишет про камин-аут: «Я знаю, мы обещали унести этот секрет с собой в могилу, но мои слова откроют двери для многих других квир-людей». Sending you love from the future. Сколько лет получил бы Лил Нас, выпустив альбом у нас в России? Давай, счетчик. Он, конечно, обращается к подросткам, к тинейджерам. Ну да, это пропаганда И к людям, которые вот сейчас не понимают, что с собой делать, потому что Лил Насу 22, и он совсем недавно был таким. Ему было очень плохо, и, конечно, его песни про это. И его ненавидит консервативное американское сообщество ровно за то же самое, за что его бы ненавидели в России. Ну, единственное, в России бы его посадили еще. И ответом, собственно, на эту чудесную ненависть стало то, что он выпустил азбуку для детей. I want to talk about this. What inspired you to do this book? I just really wanted all the kids' money. I'm kidding. Квир-азбука. Да, потому что каждая буква там прям про суперинклюзивность, про то, что мы все разные, и это нормально. Она называется, кажется, C for Country. Типа C значит страна. Да. C значит значит типа country, потому что это же про ковбоя. Да, там, да, ой, получается там, ой, кантри, это типа Deep, деревня еще, и кантри, ой, красиво. Ну да. Ну и классно, что она начинается как достаточно классическая азбука с какими-то простыми, ну там А для чего-то, Б для чего-то. И потом, начиная с F, постепенно все уходит в странное. В смысле, странное, в хорошем, ну как раз в смысле квира. Потому что есть F-word, помимо N-word, который нельзя произносить про темнокожее население, есть F-word, который как бы про гомосексуальное население. И чувак просто на букву F ставит бахрома, перья и искусственный мех. И я люблю себя. Но она, правда, очень какая-то добрая. Мне нравится там буква Y, типа Y for y'all. Ну, как бы Y, типа за вас, за всех, да. Которые вот такие все разные, и что мы все классные очень. Лил Нас же достаточно такой детский, инфантильный чувак. Многие его отсылки, референсы, которые он берет для клипов или для песен, это референсы из мультфильмов.
Oh, I mean, a sign of the times every time. Don't need your name, cause y'all not the same. Call me in the morning, I'll be on the way. Hey, Panini, don't you be a meanie. Thought you wanted me to go, why you tryna keep this? I can't even stay away from the game that I played. I told you long ago on the road, I got what they waiting for. All run from nothing, dog. Get your soul, just tell them ain't laying low. Спанч Боба он просто везде, мне кажется, пихает, потому что Спанч Боб, ну даже на обложке альбома. Ты знаешь, что Спанч Боб — это официальный ЛГБТ-персонаж Никелодеона, это подтвердили. Чё? Да, да. Причем там... Спанч Боб гей? Да. Знаешь, как... Да. Там очень много моментов, когда Спанч Боб, ну, не обязательно гей, то есть он просто, ну, как бы очень, вот он как бы квир, то есть он какой-то очень интересный, яркий, необычный для мультфильма точно. Фанаты мультсериала говорили, слушайте, да он точно гей. В какой-то момент Nickelodeon в Pride Month сказали, да, он гей. Так, у них же нет там отношений. Ну, но тем не менее. И это прикольно, что Lil Nas X берет Спанч Боба и постоянно про него, да, рассказывает. Блин, смешно. Я очень рада, что Спанч Бобу не приходится больше скрывать свою ориентацию. Да, это на самом деле было тяжело. В мультфильмах скрывать это... Особенно, когда рядом с тобой такая сексуальная морская звезда. Ну и 4 глава у нас. Это уже 2021 год, да. Когда чувак пошел песню за песней, хит за хитом доказывать, что он вообще далеко не One Hit Wonder. И каждый раз выходить на какой-то просто новый левел скандальности происходящего. Начнем с Call Me By Your Name. Название такое, и тут куча подсмыслов. Да. Потому что Call Me By Your Name — это одноименный роман Андре Асиман. Так, наверное, это как-то произносится. И по нему снимали фильм, в котором играет Тимоти Шаломе, просто богический, и Арми Хаммер. И они играют там, собственно, двух парней, которые влюбляются друг в друга. И я нашла цитату оттуда, которая объясняет, почему так называется фильм. Давай. Короче, у них какой-то там момент, цитата. Обменяться словами, которые непристойно повторял снова и снова, что он стал повторять за мной, поначалу тихо, пока не сорвался. Назови меня своим именем, и я назову тебя своим. Я прежде не делал такого в своей жизни, но как только я произнес свое имя, будто оно на самом деле его, меня подхватило и унесло к небесам. Я никогда не разделял их ни с кем раньше или с тех пор. Гениально. So it's my name. The song is my name. But it's the person's name because I'm calling them by my own name. You get it? Короче, в пире Платона есть миф о людях, которые не... Пир Платона — это что? Я, можно задам вот так вопрос? Это текст греческого философа Платона. В одной из частей про любовь рассказывается, что раньше жили андрогины, третий пол, сочетающий мужской и женский. Андрогины были слишком сильны, боги почувствовали угрозу, и Зевс разрезал их надвое. И теперь они становятся счастливыми только когда находят свою вторую половинку. Как это связано с Лил Насом? На дереве в клипе как раз цитата из пира. Из-за того, что природа разделена на самом деле пополам, каждый ищет свою вторую половину. Вот. Да. И назови меня своим именем. Вот эта история про то, что он назвал, понимаешь, что он назвал, как там, меня своим именем, да, то есть, по сути, они такие склеились. И очень прикольный сам трек. Я почитала текст. Он поет про парня, к которому он во время ковидной вот этой вот уже поры поехал в гости. Типа, ты меня позвал? Да, я, естественно, поеду. Типа, давно никуда не выходил. И он как бы описывает, что он приезжает вот к этому артисту, какой-то там, типа, а-ля околомузыкальный чел, домой. И у него разложена там трава и что-то белое. Cocaine and drinking with your friends. You live in the dark, boy, I cannot pretend. Ты типа в темноте. И это типа еще шкаф. Потому что он видит, что чувак с ним флиртует, но как бы не в открытую. И мало того, что он в вот этом наркотическом каком-то кумаре живет, он еще и походу
в шкафу. Короче, типа, не нашел себя пока, чувак, не смог. Да, не может договориться. открыть ему. И он ему прям говорит, что типа, если там нет Евы в твоем саду, то если что, можешь call me by your name. Класс. И да, и он прямо в треке сразу начинает эту библейскую тему, чуть-чуть, в проброс. А в клипе просто разносит ее нахер в клочья. Начинается в Эдемском саду, потом... Это где Адам и Ева? Где Адам и Ева, где змей. Всех играет Lil Nas, естественно. А потом он падает на землю. На земле его судят. Тоже всех играет Lil Nas. Потом он взлетает на небо, после смерти его убивают на земле. Ну и, конечно, проваливается в ад, где он танцует на коленях у сатаны стриптиз. Да. И убивает сатану и становится новым сатаной. Вообще, просто. И тут разорвало нахер всех. Да. И на самом деле, вот кажется, что типа только русских, по идее, это там должно было как-то оскорбить. В Америке же все такие толерантные. Ни хера! Вообще, там просто на него обрушились и религиозные люди, и консервативные люди, и черные, и белые, Ну, конечно, потому что церковь супер важна в США. Ну, типа для всех. И это вообще... Ну, это на самом деле очень, знаешь, важная деталь такая, что вообще он проваливается в ад, он же сделал уже камин-аут. О, это прикольно, можно потом будет вырезать. Типа, Даня говорит, что все геи должны попасть в ад. Но на самом деле, правда, это очень расхожее мнение консервативных и людей, которые верят в Бога, что, ну, как бы, геи — это грех. Ну, типа грех, да. Да. Лил Нас говорит, да, окей, я попаду в ад вообще без проблем. И я там еще свои порядки наведу. У него есть строчка «Shoot a child in your mouth while I'm writing». Так. Ты понял ее перевод? Ну, расскажи мне, я не знаю. Ну, типа, как бы тебе сказать? Сейчас мы отрежем кусочек, когда ты... Нет, окей, смотри. Shoot a child — это как бы выстрелить ребенком. Не в ребенка, а типа семенем, короче. Собственно, в твой рот, пока я на тебе. Так вот почему он говорил, что так же, как... И да, и Lil Nas такой говорит, что типа, ребят, вас смущает эта строчка, потому что типа я пою про парня. Очень много песен, где to the window, to the wall, my milkshake brings up the boy to the yard. И типа вам это ок. Let's normalize having these fucking lines in songs the same way, you know, somebody might talk about fucking a girl or fucking a guy, you know, with opposite genders, you know? I feel like that's really important for representation in general. И потом скажите мне, что это неважный артист. И с Call Me By Your Name был связан, наверное, один из самых крупных скандалов с Lil Nas'ом. Его суд. Да. Погнали. Nike. Просто вырвалось синдром Туретта. Даня периодически кашляет словом Nike. Вообще, кроссовки супер популярная штука. Есть большое количество сникерхедов. Это прям часть культуры, которая волнует большое количество людей. Lil Nas X решает выпустить бутлег на Nike Air Max 97 года, сатанинский, в котором в подошве будет капля крови. Бутлег, я имею в виду неофициальную пару. Спасибо. Держала, я это слово держала в напряжении. Я пережила Air Max 38 тысяч X5 44, но бутлег не могла. Всего 666 пар. 666 пар было продано за 1 минуту. Пара стоила $1018. И на подошве тоже написано 10:18. Это отсылка к Евангелию от Луки, где говорится: «Я увидел сатану, падающего, как молния с небес». В подошве под пяткой действительно находится капля человеческой крови, смешанная с чернилами. Эту кровь как бы принесли в жертву 6 сотрудников компании-производителя кроссовок Mischief. Эта новость попадает вообще во все медиа, потому что это огромнейшее табу. Мы реально живем в мире, в котором что? Человеческая кровь? Какой-то рэпер, там уже даже никто не помнит, что за рэпер, просто какие-то станинские кроссовки. То есть это становится, реально headlines, типа заголовки всего мира. Что происходит буквально сразу? Естественно, компания Nike подает в суд, подает иск на компанию, с которой Lil Nas это все делал. But yeah, everybody's trying to sue me, man. What's going on? А что делает Lil Nas? Он начинает ржать над этим.
Okay, guys, I see everybody's been talking about this shoe, and I just want to come forward and say, okay, let's try. Ребят, да, с кроссовками я, конечно, переборщил немножко. Может быть, станцевать тверк у него на коленях? Ну, в итоге это становится вот этой всем огромным промо к выходу альбома. То есть это все потихонечку разворачивается. А потом выходит клип Industry Baby, который рассказывает о том, как он попал в тюрьму, с одной стороны. А с другой стороны, это ответочка всем, кто говорил, что он продюсерский проект. Типа, его называли Industry Plant, потому что он очень быстро взорвал, и никто особенно не мог поверить, что... Типа растение индустрии, что как бы лейбл его вырастет. Да. Он поет о том, что окей, я Industry Baby. Хорошо. И в этом клипе, кстати, тоже отсылка к мультику, потому что самая финальная сцена — это сцена, вдохновленная Шреком. There's this scene in like Shrek 2, I think, where like the king is like coming down and like the trumpets are playing. It's like a different trumpet melody, but it was like this kind of vibe. Кстати, запомните лица этих продюсеров и смотрите, что происходит дальше. За 2 недели до выхода альбома Lil Nas объявляет, что он скоро родит. И реально выкладывает беременную фотосессию, которая отсылает сразу и к фоткам Бейонсе, и к обложке нового альбома Дрейка, и к новому эмодзи, который только появился с беременным мужчиной, транс-мужчиной. И потом Lil Nas постит всю свою беременную жизнь в Инстаграм, а в ночь премьеры выкладывает видео, как он рожает. И роды его альбома принимают те самые продюсеры. It's beautiful. It's beautiful. It's beautiful. Congratulations. Thank you. Congrats. Thank you. It's already Grammy nominated. Наконец-то мы дождались. Lil Nas, который уже 2 года во всех чартах, статьях и на обложке Times выпускает свой первый альбом. И, честно, это хит на хите. Это оргия из хитов. Там, если что, на фитах записались его кумиры Элтон Джон, Меган Thee Stallion, Doja Cat, Майли Сайрус. И если вы хотите просто потанцевать, то вы не вслушивайтесь сильно, потому что в текстах там вскрыться можно. Например, трек One of Me про тревоги Lil Nas, который очень стремительно стал знаменитым. И, кстати, именно в этой песне Элтон Джон, но вы не ищите его куплет, потому что он там играет на клавишах. Трек Scoop про принятие себя. I've been working on my body. You ever seen a nigga hit Pilates? А в треке Am I Dreaming просьбы не забывать его, когда он перестанет быть популярным. Oh, never forget me and everything I've done. Oh, whoa, never forget me like I'm your favorite song. В общем, альбом хитовейший, но на самом деле это очень эмоциональная и какая-то, прям шокирующая, честная история жизни парня по имени Монтеро Ламар Хилл. Обложка. Альбом. Монтеро. Команда! Это обложка художника Джона Стивенсона, называется Genesis 2. Так. Вот. И прикол этой обложки в том, что она бесконечна. Если поставить одну картинку за другой, одинаковую, то она будет меняться. То есть она перетекает в другую, такую же, бесконечно. Вы знаешь, честно, я тебе могу сказать, в чем прикол этой обложки? Так. Он, сука, идеально красивый. Ты просто посмотри. Это же, так нельзя. Это как так можно? Скажите мне, пожалуйста. Но он же пел, что он ходит на пилатес. Не помню, в какой песне. В Call Me By Your Name, видимо. Наверное, да. В Call Me By Your Name он показывал, как ходит на пилатес. Очень красиво. Там куча символов. Бабочки, вода, перетекающая, еще что-то. И поэтому, в том числе, его обвиняют в том, что он иллюминати. Это же... Мой любимый твит после Мэтт Гала недавнего. Так. Что он написал? Мне очень понравилось на Мэтт Гала, особенно ритуал иллюминати. Это очень круто. А как он выглядит?
А какие у него луки, а как он выглядел на Мэтт Гала. Он Да, пришел в 3 костюмах, ушел в дрова. Мне очень понравилось, что он в Твиттере потом написал, когда эти видео появились в сети, ну типа можно постесняться. И он такой, йоу, мамочка что не может, have fun. В конце концов. Просто сначала написал, что типа скажите ему кто-нибудь, чтобы он не пил, он беременный, типа ему нельзя. Да. Короче, просто лол на лоле, обожаю его. Ну, короче, это альбом про все, что мы говорили. Это альбом триумф квира, триумф другого Лил Наса. Для меня это все очень про принятие себя. Да. И про то, что он набрался смелости тогда, когда у него посыпались деньги, попробовать рискнуть и помочь остальным. И как бы через троллинг любой он бы это не делал, это очень важно. И он сейчас помогает огромному количеству людей, которые наконец-то видят репрезентацию себя. Да, конечно, да. И причем видят это через смех. И он так сбавляет градус напряжения вокруг всей этой гей-адженды, что он такой, лол, ребят, а мы можем немножко поржать просто сейчас. Очень сложно ржать, да, когда на тебя набрасываются там какие-нибудь консервативные чуваки и так далее. Губернатор Дакоты пишет в Твиттере, типа, это ужасно, это сатана, все такое. И Лил Нас пишет в ответ, типа, ты губернатор Дакоты, занимайся Дакотой. Типа такого. Очень много сейчас, естественно, было как бы гей-адженды в этом во всем, но мне кажется, что это правда для каждого очень резонирует. Абсолютно точно, ну, конечно, это... Потому что, камон, ну, у всех комплексов дохера. И все сидят вечером, думают, блин, что-то пошло не так в моей жизни. Перед сном каждый задумывается о том, ок ли с ним все, и чувствует себя, конечно, другим, да. Подведем итог? Давай. А какой итог? А итога нет, понимаешь? Потому что он только начал, вообще непонятно, что будет, и в этом как раз и сок, что ты следишь за событиями, понимаешь? Это как найти песню «Я в моменте» в самом начале, когда она только вышла. В моменте. Мне очень интересно, какие у него будут ближайшие несколько лет, потому что он гипотетически может стать иконой комьюнити, которая он Ну, затравочка, ну, как бы фит с Элтоном Джоном, это, конечно, заявка на то, что он близок к этому, знаешь? Я, типа, вот с этим чуваком уже просто делаю вместе песню. Просто, типа, у нас хендшейк свой. Да. Сейчас столько пошлых ассоциаций. Хендшейк. У меня сейчас остался только один вопрос. Соловьев, ты смотришь это? Реально, пожалуйста, можно как-то заблокировать его? Нет, у меня другой вопрос. Мы с тобой изначально встретились для того, чтобы разобрать Донду, потому что ты уже ее разобрала, и я такая, о, так давай сделаем это на канале. А потом мы такие, нет, Лил Нас выходит. Да. Но дальше у нас с тобой плана пока нет. Поэтому напишите нам, кто следующим должен быть разобран, потому что мне кажется, что мы готовы продолжать это дальше. С вами были Таня Старикова, Даня Драбун. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Это, правда, все очень важно. Мы пошли читать ваши комментарии. Пока. А мы сегодня гуляли с моей собакой по внутреннему двору. А мы